Merhaba, друзья! Сегодня готовим очень популярный и, можно сказать, знаковый фастфуд в Стамбуле, который называется балык экmek. Блюдо очень простое, фактически это бутерброд с рыбой, но при всем при этом очень вкусное. Рыбу, которую используют для этого бутерброда, традиционно это скумбрия. Значит, снимем филе с нашей скумбрии. Это очень просто, друзья. Прижимаем вот так ручкой и ножом ведем по хребту. Вот одна филейка. Переворачиваем. Кладем позвоночником на доску. И вот так же. Прижимаясь уже к позвоночнику. Снимаем вторую часть филейки. Серединку отдаем кошкам. В Баку у нас скумбрия продается почти всегда без головы почему-то. Я не знаю. Ну, с одной стороны, это проще. Меньше возни. Друзья, наши филейки почти готовы. Теперь острым ножом вот так под наклоном срезаем как бы нижние косточки, которые остались в рыбке. Вот эта филейка уже полностью готова. Друзья, сейчас подготовим заправку для нашего вкусного бутерброда балык экmek. Он очень простой и вкусный. Кстати, с турецкого переводится как просто рыба и хлеб. Балык экmek. Лук с кинзой. Можно и петрушку. Помидоры также обязательно. Друзья, у нас все готово. Осталось только разжечь огонь. Вот наша тяжелая решетка. Пусть нагревается, друзья. Вообще никогда ничего нельзя ставить на холодную решетку, друзья. Если вы что-то грилите на решетке, решетка должна быть основательно нагрета. Это так, замечание. Друзья, смажем нашу решетку, чтобы рыбка не прилипала. И вперед! Рыбку на сетку. Друзья, прямо на сетке мы ее посолим. Чуть-чуть поперчим.
Шкурка будет у нас стараться прилипнуть к решетке. Но ничего в этом страшного нет. Шкурка тем более нам особо не нужна, друзья. Она чуть-чуть даже у нас горчит. Так что ничего страшного, если она у нас сойдет. Друзья, пока рыбка жарится, быстро нарежем наши булки. Именно вот в таких булочках готовится наш балык экmek. Наша подушка из лука и зелени. Это обязательно. Потом помидорчики. Buyur buyur dostlar, gelin. Balık ekmeğe. Друзья, рыбка готова. Раз и два. Вот так. А это наш шарабный соус. Кому балык экmek, подходите, друзья. Наш шарап. Еще такой же балык экmek мы сделаем на лаваше. Все то же самое, но лаваш. И балык экmek теперь уже в лаваше, друзья. Вот так. Наш шараб обязательно. И заворачиваем. Соус на шараб. Слегка. Заворачиваем его культурно. И это еще не все. Вот так наш балык экmek, который в лаваше. Мы кладем его разогреваться. Вернее, еще подогреться на огне. А балык экmek, который
в булке. Вот так мы делаем, друзья. А вот это, друзья, специальный секретный соус. Если кому интересно, могу потом поделиться. Все, друзья, у нас все очень хорошенько разогрелось, поджарилось. Пора снимать. Оба наших стамбульских бутерброда готовы. Вот так. Лимон обязательно. Так. И пробуем наш стамбульский бутерброд. Бакинский товар лучше парижского. Бакинский балык акмяк не хуже стамбульского. А это, серьезно, друзья, очень вкусный бутерброд. Очень вкусный такой сэндвич с рыбой. Рыбка у нас скумбрия, одна из самых распространенных, одна из самых бюджетных и при этом одна из самых вкусных, в чем я твердо убежден. Так что всем советую, друзья. Вот так на даче для перекуса самое то. А теперь, друзья, не совсем обычный балык акмяк. Вернее, это балык тюрмяч, потому что он у нас в лаваше, не в хлебе. Друзья, а этот просто фантастический. Я честно вам говорю, я первый раз пробую вот такой его вариант. Балык акмяк в лаваше. Мне очень понравился. Здесь меньше, как говорится, самого хлеба, больше рыбы, овощей и больше самого вот этого морского рыбного вкуса. Спасибо большое за просмотр. До скорой встречи на канале Каспийский берег. До свидания.